Друзья, всем огромный привет! Сегодня у нас будет супер неформальное видео, потому что мы просто с вами посидим и посмотрим на мою коллекцию солнцезащитных очков. И если вы думали, что у меня только две страсти, это косметика и аксессуары, вы очень сильно ошибались, потому что если бы вы увидели эти залежи, которые я сейчас для вас подготовила, вы бы поняли, что солнцезащитные очки – это еще одна дикая графа трат в моей жизни. Новые очки Кота Базилио, чуть более старые а-ля винтажные очки от Селин, Селин квадратные, Ray-Ban Round Metal в двух разных оправах. Может быть, Шанель хотите или Миу Миу. У нас здесь, кстати, собраны самые классические модели и востребованные. То есть то, что было очень популярно, и понятно, почему мне это захотелось, и какая-то классика. Потому что если мы говорим про Миу Миу, это чаще всего кошечки. Если Ray-Ban, Round Metal или авиаторы, ну, в общем, я думаю, здесь будет интересно, потому что будет и соприкосновение каких-то трендов, и мы рассмотрим на примере Селин конкретно, потому что, на мой взгляд, уже 3-4 года вот именно Селин, поправьте меня, если нет, напишите, кстати, если вы думаете, что другой бренд, Селин задает тренды в оправах, потому что все потом за ними повторяют, начиная от масс-маркета и заканчивая многими взрослыми, уверенными брендами. И, конечно, посмотрим на вечную классику, одни из лучших здесь, мне кажется, это очки Шанель, они очень красивые, многим подойдут. У меня уже было подобное видео на канале в самом начале моего блогерского пути, сейчас оно, конечно, выглядит максимально смешно и забавно, и там было всего 4 оправы, поэтому я думаю, что сегодня мы разгуляемся и посмотрим чуть больше моделей. Давайте пойдем от самых свежих, то, что я купила недавно, там буквально 2 недели назад, когда была в отпуске, и будем так откатываться к последним моделям, которые уже давно в моем солнцезащитном гардеробе. И, конечно же, самая актуальная модель, я думаю, многие пришли для того, чтобы посмотреть на нее, это вот такие прекрасные очки от Селин, очки, Кота Базилио. Не знаю, как сказать иначе, металлическая оправа, наиболее она востребована в золотом цвете, я вам покажу в таком металлико-серебристом. Они, на мой взгляд, выглядят чуть более современно, техно и что-то такое. Если вы спросите, Даш, ты купила ради этой сумки? Только честно. Пришла померить так точно, потому что когда я приехала к подруге, я сказала, что я очень сильно хочу посмотреть на эти очки, скорее всего, они мне не подойдут, но прям безумно интересно, как я буду в них выглядеть, потому что у меня ничего похожего не было, и вообще в последнее время я стараюсь прям разные формы брать, потому что много уже очков, и хочется, чтобы под разное настроение я их носила. Изначально, как все это выглядит, я вам принесла тоже коробочки, не под каждую оправу, но они примерно у брендов одинаковые. Селин в такой классической коробке продаются. И у меня все куплены в оригинальных бутиках, но если вдруг кто-то здесь смотрит, чтобы понять, там у вас оригинал или нет, я думаю, нужно смотреть на тиснение. Здесь выпуклые буквы, здесь как будто... не знаю, что ли, как ткань, вот такая вот своего рода выделка. И, конечно, эти коробки тоже очень красивые, их выбрасывать абсолютно не хочется. Нужно придумать, что в них хранить. Если кто-то что-то хранит, напишите. И здесь мы, когда открываем эту коробку большую, ничего более, кстати, не лежало. Вот были какие-то пакеты, в которые был упакован чехол. И здесь, кстати, помимо этого красивого чехла, ради которого многие покупают, я сейчас вам даже приподнимусь, чуть покажу. То есть ты это носишь вот так на своем теле, как сумочку. Очень удобно. Можешь убирать очки, если они не нужны, но больше, конечно, мы как аксессуар это носим, потому что это просто симпатично. Но сейчас расскажу, почему я немножко расстроилась уже потом. Идет также вот такая сумочка дополнительная для вашего хранения, кейсик очень приятный, в таком стиле в селиновском. Сами очки, уверена, что многие даже не видели, что они бывают вот в таком серебряном цвете. Здесь меняется не только цвет дужек, то есть он такой, я бы сказала, металлик, потому что он отражает свет, и не совсем понятно вообще, какого они оттенка. Они золотые, либо серебряные. На многих фотографиях я даже присматривала, чтобы понять, какого оттенка очки. Но, конечно, все выдают еще стекла, потому что, по-моему, в золотых, если я не ошибаюсь, стекла немножко такого зеленого оттенка, здесь они скорее серые. Хотела бы ли я золотые? Скорее всего, да, и честно, я рассчитывала конкретно на золотую оправу, потому что у меня сейчас, если вы тоже посмотрите, много всего темного, и, кстати, как раз темное у Селин в основном представлено в моей коллекции, но я больше люблю, когда вот коричневые оттенки, когда коричневые стекла, как будто это более органично и красиво смотрится с моим цветом волос, с моим оттенком кожи. Но вот я когда пришла, в магазине сказали, что эти очки ждали несколько месяцев, их невозможно купить, золотые до сих пор еще к ним едут, и непонятно, когда они будут, и я
я померила, поняла, что под какие-то такие серые образы, под черные джинсы, в общем, если ты такой темненький по одежде, они в целом классно смотрятся. Я как раз была в своей худи тогда синей, и я поняла, что прям здоровско. Но сейчас я прям даже не знаю, в общем, какие мне больше нравятся. То есть если бы я могла сравнить, я, наверное, как-то пришла бы к какому-то общему знаменателю. Так, из-за того, что не получилось у меня золотые померить, есть немножко такой у меня соблазн все-таки посмотреть на золотые. Конечно, я не буду их покупать, но вот чисто ради интереса, насколько они хорошо бы или плохо на мне смотрелись. Но мне кажется, эти тоже клевые. Форма интересная, она с одной стороны, да, круглая, но как будто не увеличивает сильно лицо, потому что я сейчас немножко поправилась, и все-таки я бы сказала, что достаточно неплохо они выглядят. И тут уже такой вайб более современный. Как бы это странно не звучало, но то есть я представляю это с косухами, с какими-то ботами классными, с цепями, то есть ты такой более, стильненький кот Базилио. Вот таким образом это выглядит. Если убрать, можно убрать волосы, и тоже будет симпатично. В общем, здесь на ваше усмотрение. Эти очки, мне кажется, идут буквально всем. Красивый тут логотип Celine сбоку. И правда, мне кажется, даже не видела человека, которому было бы в них плохо. Но оправа не самая стандартная, да и в целом здесь все оправы такие. Ну, разве что Round Metal будет такой беспроигрышный вариант для всех. Но эти очки я бы максимально советовала. Они очень легкие. До покупки этих очков только одна пара меня устраивала на 1000000%. Почему я от нее не избавлялась? Она все-таки такая супер старая в моем гардеробе. Это как раз Round Metal от Ray-Ban, потому что они были очень комфортны в носке. Они супер легкие, они хорошо преломляют свет, то есть тебе в них комфортно, и ты их вообще не ощущаешь, потому что оправа настолько невесомая, что прям очень приятно. Вот другие очки все равно, они тоже все удобные, комфортные, но ты больше их как-то чувствуешь на лице. И вот Round Metal мне поэтому нравились, я могла в них поехать на дачу, могла пойти в спортзал, то есть они такие у меня были ходовые очки, скажем так, если что-то активное планировалось. И вот эти очки, они похожи, честно говоря, потому что они не ощущаются на лице, очень комфортно, очень тебе в них легко, и это одни из первых, мне кажется, очков от Celine, особенно после вот этих, они мне очень сильно жали, что ли, я как будто даже нос в них натерла первый раз, это было очень смешно, я приехала, и я поняла, что они мне как-то жмут немножко. Вот, эти, они прям идеально и подушки, то есть они прям очень хорошо подстроились под мое лицо, и я бы сказала, что даже они как будто великовато немножко, то есть они на широкое лицо как будто бы. Честно, что меня немного смущало в этих очках, что они могут выглядеть дешево. Ну, как бы, что тут, металлическая оправа, да, полностью металлическая, потому что обычно, когда пластик, это более дорого может смотреться, а здесь прям все просто. Но, несмотря на это, они в жизни выглядят добротно. Я бы не сказала, что это как-то упрощает их вид, они прям интересны. Мы обсудили, что здесь красивый логотип, здесь у нас Celine Paris, это выбито, между прочим, то есть это гравировка, тоже можете, если кто-то смотрит на оригинальность, Celine Paris у нас гравировка, и дальше Made in Italy, это тоже, по-моему, гравировочка, но Celine Paris прям такой глубокой. Сейчас я вам покажу, чтобы вам было очевидней. Вот, видите? Поэтому можете свои сравнить, если вдруг уже подделывают. И здесь тоже Celine у нас на вот этих штучках для носика выбито. Вот, в общем, красивые, хорошие. Что думаете, какие мне больше подошли? Золотые или эти? Все мои подружки говорят, что в этих я более стильно смотрю, что в золотых я была бы попроще. Ну вот не знаю, знаете, когда у всех золотые, конечно, ты хочешь сравнить. Но вот не было возможности, я решила брать пока есть. Тем более, что редко куда-то езжу, и очень хотелось посмотреть на себя. И смешная история, связанная с этими очками, когда я уже решила, что я все-таки хочу вот эту серебряную модель, я не буду дождаться золотую, мы говорим, окей, мы берем, и нам приносят вот в такой коробочке абсолютно другой чехол. К слову, да, если вдруг вы тоже покупаете, там сейчас сказали, что новая партия в другом чехле приходит стандартным, но что-то похоже на такое, только он тоже рыжий, и там логотип новый Celine, который как раз здесь на дужке изображен. И я смотрю на то, что чехол не тот, а я изначально, чехол хотела тоже. И я просто смотрю на свою подругу, она на меня, и я говорю, это не тот чехол. Ну, то есть, и она говорит, извините, а что тут с чехлом? Чехол должен быть другой. Ну и, в общем, да, не стесняйтесь иногда быть странными, и, наверное, это максимально было смешно. Но, к слову, нет, потому что, когда мы только просили примерить эти очки, нам сразу консультант начал. A few moments later. Когда я попросила консультанта, чтобы он мне показал эти очки, первое, что он сказал, что здесь очень классный чехол идет, и все его любят и покупают из-за него. И я говорю, мой хороший, я знаю, какой там классный идет чехол.
Вот, и мы переглядываемся, я начинаю ей что-то говорить, что это не тот чехол, она знает, как для меня это важно, и, в общем, в итоге мы выпросили вот такой чехол, нам вытащили из каких-то старых партий и поменяли, потому что очень мне его хотелось. Чем он меня разочаровал? Да тем, что, ребят, мне кажется, это не кожа. Это важно, я считаю, потому что вот этот чехол кожаный от Шанель, мне кажется, что вот эти Селин чехлы тоже кожаные, но либо они выглядят, а здесь прям, знаете, как будто дешевый дермантин, и там прям написано тоже, что made in China, и, ну, да, красиво, но, ребят, это немножечко не то, чего ты ожидаешь. Я понимаю, что все-таки это как а-ля сумочка, и если бы большая часть денег ушла бы у нас на сумку, это было бы, наверное, странно, но вот если кого-то важно, вот эта штучка выглядит немного дешево, на мой взгляд. Мои самые любимые очки от Шанель я купила прошлым летом, и если бы кто-то сказал, что подобная оправа появится в моей коллекции, я бы не поверила, потому что я никогда ее не примеряла, она мне визуально, вот если так смотреть, не симпатичная, я навряд ли бы ее взяла. Я по классике кошечки смотрела, какие-то узкие, потому что прошлым летом они были очень популярны, там у Сен-Лорана была очень красивая такая узкая оправа, ее не было в наличии, мне кажется, я бы ее тогда купила. И тут консультант, что говорит, а вы не хотите посмотреть Шанель, тут такие скидки хорошие, и лимитированная коллекция какая-то была, то есть невозможно уже будет купить конкретно эту оправу, они прям очень сильно гордились этой коллекцией, то, что она у них была представлена, и мы смотрим, там были наши друзья, тоже они говорят, Даш, может померяешь, может посмотришь, и я в итоге надеваю, и я понимаю, что это лучшие очки, которые у меня были. Давайте сначала по порядку. Очки от Шанель идут вот, кстати, здесь в кожаном чехле, но справедливости ради они чуть выше по цене, чем очки от Селин, понятно, что там Ray-Ban, то есть они чуть дороже, и, видимо, здесь могут себе они позволить, но есть, конечно, минус у этого чехла, то, что он очень сильно царапается, я стараюсь его сохранить, особо не класть с ключами или с чем-то еще, но выглядит это прям очень-очень прям роскошно, не знаю, мне очень нравится этот чехол, и идет он в такой классической для Шанели коробки, по-моему, больше ничего здесь в комплекте не было, ну да, здесь... Ну, Шанель любит класть такие огромные вкладыши. Я даже не знаю, что можно написать на столько страниц про очки. Даже интересно глянуть. Давайте с вами посмотрим. А здесь на всех языках мира температура, как их носить, как их чистить, и даже вот смотрите про линзы. Почему однажды я посмотрела в сторону чуть более дорогих солнцезащитных очков? Потому что у меня здесь чуть больше доверия к тому, что стоят более-менее неплохие стекла, и зрению не станет хуже, потому что многие вот совсем прям пластмассовые оправы, которые представлены в масс-маркете, они стильные, они трендовые, они повторяют, там наш российский бренд представил очки, вот как вот эти Базилио от Селин, они прям вот идентичные, очень похожи, но какие стекла, насколько тебе будет комфортно, особенно если у вас там есть какие-то проблемы с глазками, здесь уже на ваше усмотрение, и поэтому вот я в свое время приобрела первые очки, которые для меня были очень дорогие, это Ray-Ban, но я понимала, что мне будет хорошо глазам, и я заметила, когда я перешла на более качественную оправу, скажем так, действительно и солнце преломляет лучше, и в целом тебе комфортнее в них смотреть. И это еще у меня хорошее зрение, я думаю, если у кого-то там есть небольшие проблемки, вы более как-то радикально это все чувствуете и понимаете, что да, иногда стоит, наверное, переплатить, потому что это ваше здоровье, как ни крути. Вот здесь красивейший чехол идет у этих очков, и классическая, мне кажется, оправа уже для Шанель. Она, наверное, для большинства из вас, там, кто будет смотреть, немножко скучная, она взрослая, она более серьезная, она такая статусная. И здесь, кстати, какой-то голубой отлив идет у линз, они коричневые, а здесь голубые, не знаю. Почему так? Очень они мне нравятся, я их безумно люблю. Да, я в них немножко чувствую себя постарше, наверное, чем как в каких-то подобных моделях, которые здесь есть, более трендовых, но это классика, это та форма, которая постоянно встречается у Шанель, и, кстати, они прям вообще очень хорошо преломляют свет. Если не ошибаюсь, Шанель делается на другом заводе, я вот не помню. Там, в общем, многие бренды, Miu Miu, например, делается, по-моему, с Ray-Ban на одном заводе, то есть здесь тоже вопрос, нужно ли переплачивать за Miu Miu и все прочее. А вот Шанель, может быть, они чуть лучше, да, не знаю. Но, в общем, я к тому, что в них комфортнее, чем Селин, кстати, потому что здесь свет большой, и он у меня сейчас преломляется. Они классической формы, которая там чаще всего встречается у Шанель. Прием, как слышно. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, самое время это исправлять. Приходите, там интересно. Много покупочек, косметики и все самое интересное первыми сможете посмотреть в телеграм-канале. Поэтому остановите это видео, успейте еще досмотреть, подпишитесь на канал, возвращайтесь.
У моей подруги, кстати, точь-в-точь похожая оправа в Кензо, она, правда, носит там стандартные линзы для зрения, но если вдруг вам хочется чуть побюджетнее, посмотрите, возможно, у Кензо есть похожие солнцезащитные очки. Здесь, видите, они достаточно обширные, и я бы, ну, честно, никогда не подумала, что они пойдут. У них еще есть более округленная форма, но за счет чего мне нравится это, потому что она прям обрамляет лицо и смотрится очень органично. Здесь наилучший пример, знаете, когда вы подбираете очки, вам говорят, что они должны идти прям по бровям. И вот здесь у меня прям идеальное попадание. Возможно, я в них так хорошо и выгляжу. Что мне здесь нравится, тоже они очень легкие, они тоже комфортные. И, кстати, я немножко слукавила, когда сказала, что Ray-Ban это единственные очень комфортные очки в моей коллекции, но это те очки, которые мне не так сильно жалко, если там я, не знаю, пойду в поход, упаду и сломаю их. Конечно, тоже будет очень жалко, но вот эти тоже очень легкие. То есть там мы когда будем Celine смотреть, предыдущие очень популярные модели, они такие более массивные, ты их более ощущаешь на лице, они мне, как я сказала, немножко маловато были, но, кстати, уже все растянулось, все хорошо. Вот, здесь очень тонкая оправа, практически незаметная, золотая и очень красивая окантовка. Сейчас я вам поближе покажу. Здесь тоже у нас практически минимально, вот тоже выбито Chanel, что у нас здесь, Italy, Polarized, модель и все прочее. Здесь тоже у нас логотип Chanel внутри, и это все гравировка. То есть, мне кажется, это один из самых таких отличительных знаков, оригинальная у вас вещь или поддельная. Вот я не знаю, чем конкретно отличалась эта коллекция, может быть, вот это, что тут жемчужина, потому что у них всегда разное оформление, и здесь очень прям красиво смотрится. Смотрите, здесь жемчужинки идут, и далее шанелевское лого и вот такое переплетение, которое у них часто на сумках представлено. В общем, очень, правда, красивая модель, очень элегантная. Я надеюсь, что эти жемчужины не вывалятся и долго будут меня радовать. Я прям их очень сильно люблю. И, наверное, даже если сравнивать с новыми селиновскими, они как-то более значимы, что ли, для меня. Ну, прям я дико рада, потому что когда что-то очень популярное, оно у всех, и ты немножко теряешься. А здесь прям вот что-то мое. Вот я нашла, и мне очень сильно нравится. Напишите, кстати, как вам я в таком образе. Мне больше нравится теплые очки носить, конечно, с другой немножко одежды, с коричневыми оттенками, с красноватыми, бордо, что-то такое лавандовое. Здесь все-таки, мне кажется, больше темные подходят, но тоже неплохо, потому что, вот видите, хорошо гармонируют с волосами. Из-за этого я и думаю, что, возможно, золотые, хотя я вот сейчас смотрела, мне серебряные тоже все-таки сильно нравятся, как выглядят, но, возможно, золотые чуть более были органичны, потому что они бы хорошо перекликались с оттенком моих волос. Предыдущая очень популярная модель от Celine. Уверена, что вы тоже с ней знакомы, и заметили, что идут все чехлы у нас разные. Celine любит экспериментировать, сейчас поверну к вам лицом, и придумывать что-то новое. На мой взгляд, этот первый самый неудобный, но здесь и самые большие очки, поэтому, наверное, и пришлось такой огромный сделать чехол. Вот таким образом выглядит чехольчик. Опять-таки, я не знаю, это кожа или нет, но как будто он чуть добротнее, что ли. Да, не такой красивый, нельзя с ним ничего делать. А, кстати, вот тот предыдущий рыжий, он тоже был сделан сумочкой, но он был сделан очень странно. Он был, во-первых, вытянутый, и его нужно было вешать вот так якобы. То есть вот ты вот так вот с этим чехлом ходишь. Ну, не знаю, ребята, какая-то, по-моему, не моя история, в общем, поэтому я предыдущую захотела сумочку. Вот, здесь у нас салфетка, как и во всех Celine, я сразу вам покажу. Здесь уже у нас как гравировочка. Гравировочка логотипа идет. И сами очки. Они, по-моему, до сих пор, мне кажется, 2 года уже примерно этой модели, и она до сих пор популярна, единственное, что в разных исполнениях. По-моему, сперва они появились черные, и в целом Celine любит как будто бы черную историю из года в год повторять, а затем уже там различные черепаховые оправы, вроде бы сейчас черепаховые очень популярны, да, и кремовые есть. Я помню то, что сначала я вообще думала посмотреть на кремовую. Вот то, что я говорила, что эти очки уже ощущаются на вас, потому что опять, да, логотип Celine, как у нас, кстати, на предыдущих очках, и форма немного даже похожа, то есть, несмотря на то, что она такая винтажная, она, мне кажется, какие это года, напишите, они вот узкие, и я помню, что когда я только приехала, я поняла, что мне прям вот правда, мне кажется, я была еще в SPF, а SPF он так скользит, да, когда у тебя очки, немножко это все скользит по твоему носику, и мне прям было, я даже подруге сказала, мне кажется, они малы, я не знаю, как я их выбирала, а в итоге все потянуло, все хорошо, да, к слову, вы можете и сами сходить в мастерскую, вам немножко это все подтянут, все нормально, но будьте осторожны с пластиковой оправой. Я дальше как раз на примере Miu Miu расскажу, что это, наверное, единственные очки в моей коллекции, которые меня разочаровывают, и я
не знаю, да что с ними делать, возможно, вы мне подскажете, и нужно как-то их куда-нибудь приспособить, потому что я редко их ношу. Вот, здесь у нас тоже этот логотипчик, который мы с вами обсудили, все пластмассовое, но несмотря на то, что они прям такие массивные, все равно комфортно, хорошо, и мне очень нравится этот винтажный вайб. Эти очки идеально смотрятся под жакеты в стиле Шанель, несмотря на то, что это Селин, но есть вот такие твидовые короткие жакеты, они до сих пор во многих брендах представлены, это лучший вариант. И несмотря на то, что они черные, вот как раз-таки те предыдущие, которые у нас селиновские, они больше под что-то такое вот трендовое, вот, ну, как мы говорили, косуха, как вот рваная кофта какая-то, вот под сегодняшний образ я специально надела, чтобы вам как-то все было оптимально это смотреть. То вот эти, они за счет своей какой-то винтажности, да, за счет своего шарма, они очень женственные, они хорошо смотрятся под различные цветовые решения и в целом под очень разные стилевые приемы. Если волосы убрать, тоже выглядит очень стильно. Я не знаю, да, эта оправа уже не совсем, наверное, актуальная, то есть лучше первые очки посмотреть, если вы хотите прям трендовые, но они стали тоже своего рода, мне кажется, классикой у Селин, учитывая, как много уже вариаций цветовых они сделали. Вот они немножко все-таки, меня, знаете, на носик сползают. Я бы не сказала, что форма прям идеальная с точки зрения того, как она сидит на мне. Тут по ушку вроде бы и неплохо, но... Может быть, потому что они тяжелые, не знаю. Но очень красивые. Я вот их очень люблю. Как всегда, тоже хотела в черепахе, наверное, в свое время. Но сейчас я рада и черным. Потому что они вот именно круто смотрятся за счет своей винтажности, как уже сказала. На перегородочках ничего нет, кроме моего тонального крема. И здесь у нас золотым сделано Celine Paris. Как будто сверху тоже нанесение. И дальше уже Made in Italy. Вот такие красивые. И третьи очки от Celine, обещаю, последние, больше сегодня нет, идут в такой же коробке, как и предыдущие. К слову, я не стала просто миллион коробок одинаковых вам приносить. В огромном-огромном чехле. Но то, что здорово, он очень добротный, то есть мне правда кажется, что эти чехлы как-то более качественно были исполнены, а там уже, по-моему, просто из-за того, что модно, начали клепать эти одинаковые чехлы. Кстати, почему поменяли? Вот вопрос, да, почему теперь в другом формате? Мне кажется, из-за того, что все начали их скупать, и... не хотелось им очень много делать, тем более, что поделки пойдут на этот чехол. Вот. И это тоже очень известные, я думаю, вам очки, которые в свое время были очень популярны, квадратные. Вот Том Форда есть похожая оправа. Сейчас, кстати, практически не вижу я, что прям кто-то их особо как-то покупал сильно. Но вот, да, она у меня еще есть, и это тоже своего рода, мне кажется, селиновская классика, потому что они достаточно давно представили эту модель, и очень долго тоже... продавалась. Да даже сейчас, знаете, я смотрю так в ресейле, еще где-то байеры тоже что-то подобное привозят, потому что, ну, классика все равно, все-таки модели, они как-то... определенные бренды с определенными моделями работают. Здесь опять тоже для меня очень официальная классическая история. Почему-то эстетика из Сан-Лорана, вот как я это вижу с подобным образом, как я сегодня. Я это вижу с большими оверсайз жакетами, которые приспущены немножко. То есть здесь немножко уже обязывает. Если, ну, хотя и предыдущие тоже, да, они были более женственные, те более какие-то хай-течные, а эти вот для меня классические. Вот если я строго одета, если я хочу какой-то более строгий акцент в образе, потому что мы все равно аксессуарами все это дополняем и какой-то вайб передаем, то я могу надеть эти очки. Они менее женственные, они строгие, у них четкие формы, но вот тоже хороший пример, они большие, четкие грани, потому что у Шанель тоже, да, как бы все было так округлено, но за счет того, что есть плавные какие-то переходы, они смотрятся гораздо более женственные, там, не такая оправа массивная, и вот это более массивная как будто бы, чем та, но, знаете, они комфортнее ощущаются, они не сползают у меня по носу, тоже их очень сильно люблю. Пишите, кстати, параллельно, я надеюсь, что вы комментите и говорите, какие очки вам наиболее нравятся на мне, и, возможно, что-то мне не идет, но я не хочу. Знаете, в прошлом видео было очень смешно, мне писали, в частности, мужчины, что да это у вас лицо кривое, Даш, а не очки. Вот, надеюсь, что под этим видео будет меньше таких расстраивающих меня комментариев, потому что я девочка, я расстраиваюсь, не пишите мне, пожалуйста, гадости. Вот, ну, если пишите, то со смайликами хотя бы. Так, и остались еще Miu Miu, которые меня расстраивают.
и Ray-Ban. Давайте Miu Miu. Miu Miu уже так давно были куплены, что какого-то особого настроения, шарма они для меня не несут. Но мне очень нравится форма, мне очень нравится как раз-таки оправа, потому что это то, вот как я, ну, конечно, мне очень нравится все розовое, да, это все очень красиво выглядит, все бархатное, из-за того, что у меня чехол лежал, и на нем лежала куча вещей, бархат, конечно, пострадал, я уже сейчас достала и думаю, почему я это так хранила? Потому что вот видите, как он должен выглядеть нормально, а не то, как он у меня сейчас здесь. Ну, короче, обидно, я что-то не думала. И в комплекте идет у нас салфеточка. Вот почему я думаю, что не думаю, в смысле, мне кажется, я читала, что Ray-Ban делают с Miu Miu на одном заводе, они прям у них похожи, эти салфетки. И люксотика, да, кажется, что-то такое. И вот такой чехол идет тоже. Кстати, вот он один из самых комфортных, потому что он плотный, он лучше, чем, например, вот этот. Вот вы простите меня, но мне кажется, вот это как уля ничего не защитит совсем, потому что он совсем прям тоненький. А этот, он плотный, он двойной. Поэтому мне он больше симпатизирует с точки зрения сохранности ваших очков. И вот это, вот если вы скажете, Даш, вот вы отправите меня выбирать очки. Это те очки, которые я буду мерить в любом бренде. Так давно я их уже не смотрела, они пыльные. Потому что я люблю кошечки, я люблю черепаху, коричневое, все, вот мое. Но вот давайте сейчас я попробую, не поправляя. Как вам? Вы не видите, наверное, особо, я сейчас смотрю. Или видите? Они косые, они кривые. И меня это бесит, потому что, в общем, они изначально приехали нормальные, но из-за того, что здесь дужка немножко некорректно натянута, скажем так, они у меня постоянно все более и более искривляются под давлением. И сначала все было хорошо, потом такая смотрю, как-то косовато. И вот, кстати, это я в прошлом видео еще обсуждала, мне написали, что это я кривая. Не исключаю, друзья, иногда мне кажется, что я слишком кривая, проблема только во мне. Но здесь реально хороший, кстати, лайфхак, я всегда делаю, вам тоже советую, из-за того, что эти очки меня просто очень расстраивают, и я теперь как проверяю, сейчас я вам покажу. Я всегда это делаю, на меня иногда смотрят косо, но меня еще научили, когда я вот их первый раз подтягивала. И здесь тоже есть большой риск в этих очках. Смотрите, вы берете и кладете на поверхность ваши очки. Сейчас, чтобы вам... Очки должны равномерно лежать, то есть понятно, что у меня рука неравномерная, но когда вы на стол положите, у вас будет равномерно соприкасаться обе дужки со столом. Это значит, что дужки корректно натянуты, все нормально, давление хорошее, они у вас не будут искривляться. Как бы в целом то, что дужки кривые, это пофиг, но из-за того, что еще они все-таки опять, да, приурочены к нашим бровям, скажем так, когда у тебя вот так вот надеты очки, ну ты немножко комичный, ты немножко такой, эй, вот, поэтому, конечно, я могу поправлять, и все-таки, ну, они очень красивые. Вот я смотрю, мне очень нравится. Не знаю, как вам. Очень красиво, но из-за того, что я знаю, что они кривые, из-за того, что я понимаю, что если не буду каждые 5 секунд поправлять, я буду комично выглядеть. Вот меня это расстраивает. Вы скажете, Даш, их можно починить. Да, их можно, но каждый раз это очень рискованно. Первый раз я приходила, каждый раз они спрашивают, металлическая оправа, либо пластмассовая. И вот, кстати, я поняла, что Селин... Чем и хороши, что их можно будет, если что. Мне, кстати, дали тоже немножко такие а-ля кривоватые, возможно, это бы не отразилось в носке, но я попросила другие, потому что я говорю, слушайте, у меня уже был опыт, мне не очень хочется, я хочу попрямее. Я попросила вот 2-3 модели, выбрала самые прямые. И вот если они у вас пластмассовые, как вот эти, они вас предупреждают, и вы подписываете бумагу, что если они лопнут, то что их нагревают и подтягивают. Вот, то есть если они лопнут, вы не несете какой-то ответственности. Когда я пришла, они мне это сказали, я расстроилась, но они сказали, что оправа добротная и не должна. Все хорошо прошло, слава богу, все окей. Вот, тут, кстати, я тоже планирую сейчас их подтянуть. Хорошо, что я снимаю это видео до того, как я их а-ля подтянула. Не знаю, может быть, у вас есть советы, может, у кого-то есть что-то, ну, похожее оправа, косая, кривая. Может, их можно как-то другим способом в чувство привести. Потому что странно, что, видите, я подтянула, а из-за того, что они все равно затянуты не очень хорошо, изначально как бы на заводе как-то косо поставили, то вот есть такая у них, к сожалению, особенность. Но очень они мне нравятся, и вот по настроению моя внутренняя богиня ощущает себя очень хорошо и комфортно именно в них. Но, к сожалению, я их в последнее время не ношу. А как они вам? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот такая красивая коробочка здесь была, не помню, показала вам или нет. Тут уже ничего нет, потому что я в них, кстати, вот хранила всякие косметосики разные. И последние очки, о которых мы сегодня поговорим, это Ray-Ban Round Metal, просто в двух разных исполнениях. Начнем с моих, потому что я вот изначально себе купила темные, а потом немножко так иногда приватизирую коричневые. Здесь тоже, они, кстати, я поняла, что немножко похожи по вайбу на первые селиновские, вот, но я разочаровалась немножко. В прошлом видео вы мне писали, что даже зря ты расстроилась, тебе очень в них хорошо, и я тоже так считаю. Но я всегда хотела коричневые тоже в свое время, когда вот я охотилась на эти очки.
их не было. И в наличии были только эти, и когда я примеряла в Цветном в Москве, там был очень таинственный свет, и они мне показались черные. Черные в... Ты даже, ну, сейчас, наверное, тоже скажешь, Даш, как они тебе могли показаться черные? Ну да, а они на самом деле синие. Вот я не знаю, вы видите его или нет, тут синее стекло. Сейчас я вам покажу. То есть стекло максимально с синим отливом. Сейчас они серые, но в жизни синие, просто поверьте. И вот, ну вот видите, наверное, это означает цвет стекла, как я потом поняла. И бронзовая оправа. Они очень легкие, они невесомые, ты их не ощущаешь, они очень комфортные. И это одни из самых удобных очков вообще просто на планете Земля, мне кажется. Они стильные, несмотря на то, что им уже лет 10-8, они у меня очень давно, ну то есть 8, я думаю, точно. Я их люблю, они, мне кажется, по-прежнему выглядят актуально, и не удивлюсь, если они там бьют тоже все продажи у Ray-Ban, потому что, мне кажется, это одна из лучших вообще оправ, которая только представлена. Вот у них идет такая штучка тоже для очистки и чехольчик. У меня чехольчик порвался, к сожалению, потому что, видимо, слишком старательно я все это тянула. Но очки, кстати, в идеальном состоянии, в идеальном. То есть, да, они у меня сильно не падали, потому что у меня проселины вот эти большие, они у меня стесались, то что просто жестко упали на кафель, но не сломались, кстати. И эти, мне кажется, как-то более щадящие, я их носила, что странно, вот. Но прям здорово, с удовольствием ношу, вот в отличие от Miu Miu, который меня немножко подбешивает, я прям эти люблю и советую. И я хотела всегда коричневые, и поэтому я просто смотрю с каким-то огромным вдохновением и любовью вот на эту оправу, что они такие же, но видите, с коричневым оттенком. Вот давайте посмотрим, скажите, в каких мне лучше? Дублируем наш опрос. Ну вот сейчас опять я смотрю, как будто бы в темных получше, нет? Они как-то более характерные, я не знаю, интереснее выглядят. Но вот если вы смотрите для себя, то у вас есть возможность сравнить. Мне, наверное, в этих не нравится, вот я сейчас пытаюсь понять, что слишком светлое, что ли, стекло. Вот если бы больше у него тонировки было, я не знаю, как это называется, то тогда, наверное, было бы приятнее. Потому что здесь все-таки вы меня видите. Это, знаете, моя любимая история, когда ты в очках, и ты можешь на всех осуждающе смотреть. Вот в этой оправе нет. Вот не получится, потому что все, вы спалитесь очень быстро. Вот. В общем, не знаю, какие вам нравятся больше. Даже сейчас я понимаю, что, возможно, и правильный выбор я сделала, потому что хотелось бы чуть больше тонировочки в них. Вот. Но тоже они такие стилевые, хорошие. Напишите, какие мне больше идут. Просто невесомые, очень легкие. И это, кстати, самая большая модель. У них есть маленькая. Мне кажется, здесь 56. Если не ошибаюсь, сейчас посмотрим. 53-21. Вот 53, наверное, диаметр, что-то такое. В общем, они самые большие. Там точно есть еще поменьше. И вот эти прям такие классные. Я еще поняла, кстати, что у меня нет ни одних авиаторов. Может быть, когда-нибудь посмотрю что-то из этой серии. Хотя мне они раньше не шли категорически. Вот я не знаю, как я буду сейчас в них себя ощущать. Ну что, дорогие друзья, вот и все. Мое видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Очень сильно жду ваши комментарии. Какая оправа вам понравилась больше всего? О какой оправе мечтаете вы? Какая у вас сейчас в фаворитах? Если бы вы снимали такое видео, то какие топ-3 бренда вы бы назвали? Вот что вам нравится, каким брендом и оправам у вас лежит сердечко? А я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока!